прошлом влоге мы уже поговорили с вами о ценах, транспорте, торговых и местной еде. Мы взяли скорпиона. Посетили невероятные локации и ознакомились с местным колоритом. Кто-то вот и с такими вот живет видами. Сегодня продолжим изучать Бангкок, знакомиться с завораживающими местами, ресторанами. Поделюсь обзором наших апартаментов и скажу, чего стоит остерегаться при аренде жилья. Меня зовут Настя, я обожаю путешествовать по Азии и рада разделить с вами свою первую поездку в Бангкок. Поехали! Друзья, новый день, новый храм. Как обычно, много солнца, пока еще мало народу. Уже начинается духота с 10 часа утра, так что запасаемся с вами мини-вентилятором, очками. Хорошо, если вы везде будете брать шапки, какие-нибудь зонтики. О боже, мы пришли совсем вовремя. Просто покажи, пожалуйста, вход. Видите? Очередная группа китайцев подоспела где-то к 9:30. Так что мы сейчас постараемся их опередить. Ну а сзади меня храм Wat Po. Это большая красивая территория. Мы с вами увидим громадную лежачую Будду. Ну, в общем, пойдемте скорее, я в небольшом предвкушении, потому что это место считается топ-5 посещением Бангкока, и мы с вами сейчас посмотрим, чем же оно славится. Пойдемте. На территории храма располагается 91 чеди. Это вот такие вот мозаичатые ступы. Они красиво украшены керамикой. В 71 из них находится прах королевской семьи, а в 20 больших прах Будды. 4 очень больших чеди посвящены 4 королям. Каждая из 16 ворот в стенах, окружающих храм, охраняют 2 каменных великана, привезенных из Китая. Я до этого вам показывала, надеюсь, уже во влоге парк Люмпини, это парк бездомных кошек, но тут, знаете, не только парк, в принципе, Бангкок славится своими вот такими вот котами, чиназас, сюда, сюда, сюда. Конечно, культура вот эта вот азиатская, она в принципе вся очень такая уже намешанная, перемешанная. И мне сразу вспоминается влог из Кореи, когда мы с моей знакомой Лерой изучали тоже традиционные храмы. Прикрепляю ссылку на влог. Там было смешение культур. Я встретилась с Кореей, кстати, очень здорово, когда есть знакомые, которые здесь живут, ну, в каком-то определенном, да, городе, стране. Лера мне тогда много всего интересного рассказала, поэтому переходите во влог. Я надеюсь, он будет для вас полезным и интересным. Вот такая у нас тут йога. Слушайте, территория потрясающая, если честно. На прогулку по этому огромному храму следует закладывать около часа, и обязательно зайдите, посмотрите на 400 золотых статуй Будды. Очень много Будд, и я вижу, что здесь все трут ей руку. Не знаю, с чем это связано, но, видимо, так необходимо. Я, честно говоря, не особо вчитывалась, но ладно, потрем. И знаете, тут такая табличка «Do not touch». И тревога, и этот штраф мне. Интересно, что бы это все значило? Мне вот бывает периодически пишут зрители в комментариях, кто знает гораздо больше меня, поэтому... Друзья, если вы в курсе, что тут вообще происходит, как это называется, пожалуйста, помогайте мне в комментариях. Я всегда рада вашей осведомленности. И очень много я замечаю здесь всяких кувшинок, лотосов. Это обязательно в храмах. Wat Po, также именуемый как храм лежащего Будды, к которому мы еще перейдем, входит в список мест, которые каждый должен посетить, даже если это однодневная поездка, потому что этот храм, он один из старейших и крупнейших храмов в Бангкоке, получивший награду ЮНЕСКО «Память мира». Так тонко сделаны работы, просто потрясающе. Если захотите сразу же к Будде лежачей, то вам нужна реклайнинг Будда. Это не так просто найти, тут действительно очень большая территория. Вообще проще прицепиться к какой-нибудь группе китайцев, ходить за ними. Местные очень гордятся тем, кто посещал это место. Так вот они все тут повесили. Молодцы. 10 ровно, и пора вообще удаляться. А вот китайцы, они очень любят, или это уже не китайцы. В общем, группа туристов, они вот к 10 любят приходить, им, видимо, нравится вот это вот, испытывать себя. Хочется искупаться просто в этом искусственном пруду, если честно. Друзья, даже мой невпечатлительный муж поражен этими
масштабами. Это потрясающе. Народа, конечно, много. Вряд ли у вас получится супер удачные кадры, но я постараюсь все равно снять вам, передать всю атмосферу. Будда размером 15 метров высотой и 46 метров длиной просто завораживает. Конечно же, здесь уже видна не одна реставрация, это золотой лак и инкрустированный жемчуг. Это уже, слушайте, выражение лица моего мужа, когда я таскаю его по ощущениям в жару плюс 40 по достопримечательностям. Слушайте, ну это, конечно, не Исаакиевский собор, какая-то там клеенка наклеена. Нет такого эффекта вау, просто они разрисовали здесь стены краской, да. Ступни лежащего Будды символизируют различные качества и аспекты жизни Будды. Обратите внимание на 108 узоров и булав на ступнях. Они представляют 108 переживаний Будды на пути к просветлению и способность пробудить людей и направлять их в правильном направлении. Тут, видимо, самые лучшие фотографии, слушайте. Они шарят. Так, смотрите, здесь опускаете 20 бат в коробочку, берете вот такой вот бочоночек с монетками и идете в каждый такой вот чан положить по монетке. И чаны эти простираются вот вдоль Будды. Друзья, во всех путешествиях мне с собой необходим только коврик и просто 20 минут в день, чтобы потренироваться и поддерживать свое тело в тонусе, не терять гибкость, не терять осанку, здоровую спину. Некоторые из вас знают, но напомню, что я была в тренерстве по фитнесу и растяжке в течение 8 лет, поэтому решила создать курс тренировок домашних, что очень важно, где вам не нужно много оборудования, достаточно просто коврик, мои тренировки, которые длятся по 20-30 минут и, соответственно, желание совершенствовать себя. Все, что вам нужно, чтобы начать тренироваться с комфортом, это мой телеграм-канал, где уже записаны и хранятся 12 домашних тренировок, которые направлены на тонус тела, то есть прокачку важнейших мышц в нашем организме, на сохранение и развитие гибкости, на здоровую, главное, это очень важно, и красивую спину, осанку, ну и, конечно же, на прекрасное самочувствие, а главное понимание, как самостоятельно снимать болевой синдром в области поясницы, например, и не только. Все вы это найдете в моем курсе, который можно приобрести, написав мне в телеграм-канал слово «гибкость». Я пришлю вам всю подробную информацию, добавлю вас в телеграм-канал, и вы будете с удовольствием заниматься и совершенствовать себя. Что самое важное, мой курс создан вместе с врачом-реабилитологом, поэтому он подойдет тем, у кого есть остеохондроз. Я не даю никаких скручиваний, я не даю никакой компрессионной нагрузки. В этом курсе не будет прыжков и каких-то опасных упражнений. Не стоит бояться, что у вас что-то может не получиться, или переживать, что для вас это будет слишком легко, потому что в моем курсе есть как базовые упражнения для начинающих, так и альтернативные упражнения, которые подойдут уже более продвинутому уровню. И курс стал для меня таким детищем моей отдушиной. Я вложила в него очень много любви, сил, энергии. Так что я не сомневаюсь, что он вам понравится, и вы найдете в нем много полезного для себя. А мы двигаемся дальше во влог. Еще один потрясающий ресторан японской кухни, находится он в торговом Central Embassy. В прошлом влоге, сейчас я его прикреплю, мы уже делали обзор, кстати, очень классный торговый, и это не первый ресторан, который нам понравился именно вот в этом центре. Еда шикарная, мы остались очень довольны, рекомендую. Так вот идем по улице, а тут женщина сидит с машинкой для вышивания, и вот такой вот тут хендмейд происходит. Мы тем временем зашли в Starbucks, взяли кофе, потому что у нас в отеле он сомнительный. А мне нравится пить прям хороший кофе, черный. Савадика. А вот здесь, например, напротив уже идет подпитка для завтрака. Классно, очень красиво все, чистенько. Здесь достала, здесь пожарила.
тут уже все готово. Сегодня мы выселяемся, поэтому пришло время для рум-тура. Мы провели в этом номере 5 ночей. Здесь есть главная такая спальня. Вот такая вот ванная комната, душевая. В принципе, для 4 человек здесь замечательно. Конечно, видок, вот если чуть поднимать голову, приятный, а так мы вместе с родителями мужа останавливались, и я скажу, что нам не понравился отель абсолютно. Здесь какая-то вообще в нашем номере какая-то подсветка дебильнейшая просто. Ну ладно, не суть, здесь ничего такого интересного, давайте я вам 0,5 включу. Там стиральная машинка еще работает. В чем дебилизм? В том, что наша, например, ванная комната, она вообще вот поотдаль от нашей комнаты. Соответственно, каждый раз, когда нужно сделать свои дела, ты выходишь вот из этой комнаты, идешь через кухню, через гостиную, ну, в общем, какой-то бред, если честно. А так места достаточно. Что мне понравилось, так это вид, конечно же, с балкона. Вот это вот красота. Вот это вот полный чиназис, да? Классно как. Здесь кухня, кстати, здесь есть духовка, стиральная машинка. То есть в плане кухни все удобно. Также мыли нам посуду каждый день. Здесь наша спальня. Тоже здесь какая-то вообще как из склепа, видите? Открываешь, и она там, в общем, барахлит немножечко. Удобные очень кровати. Подушки, я не знаю, вот кто со мной согласен, какое-то зеркало засранное, хотя уборка каждый день. Ну, в общем, ладно, отель 5 звезд, но это полный трэш, кошмар. У нас постоянно не работала наша ключ-карта, потом дверь не закрывалась, потом она не открывалась. Тут отвратительный Wi-Fi, мы постоянно пользовались своим мобильным интернетом. В общем, не знаю, что даже положительного сказать, наверное, только то, что сервис тут классный. И, в принципе, у нас хороший райончик, Лангсуан. А больше и плюсов тут нет. Неплохие завтраки. Завтраки, кстати, действительно хорошие. Но я не рекомендую, не считаю, что это 5 звезд. Сауна вообще там какая-то была забавная. Джакузи не работала. Текла только горячая вода. Отелю как будто 150 лет. И тренажерка, ладно, еще неплохая. У нас есть бассейн. На этом и все. Короче, отель не вызывает особого интереса. Не буду про него долго рассказывать. Последние штрихи. И выезжаем. Заходите. Друзья, хочу порекомендовать вам сервис Яндекс Путешествия, в котором буквально за 2-3 клика вы сможете забронировать гостиницу, перелеты. К слову, у ребят в базе более 3 миллионов гостиниц, турбаз, санаториев. Это безумно удобно, потому что напрямую есть предложение от партнеров, и вы оплачиваете абсолютно любой российской карты без каких-либо комиссий и переплат. А также сразу можете приобрести билеты как на авиа, ЖД, так и на автобус. Я считаю, это просто шикарное предложение. У Яндекс Путешествия безумно удобное приложение, в котором собраны подборки разных тематик. Когда захотелось в горы, куда можно поехать с собакой, как в фильмах, для глэмпинга, отдых в горах и множество других предложений. Ну и, конечно же, все это вы можете оплачивать с помощью бонусов Яндекс.Плюс. По моему промокоду новые клиенты получают 15% скидки, а постоянные 12%. Переходите скорее и бронируйте свое лучшее путешествие. Ссылки на приложение я оставлю в описании, ну а мы дальше двигаемся во влог. Ой, как красиво. На счастье. Красиво. Говяжий. Да не, все нормально. Говяжий язык с кимчи. Да, ну прикольно, мне кажется. Красота. Что, ты стопал? Потрясающее просто место. Мне кажется, я давно так не наслаждалась едой. Вот этот вот Eat Me, это просто что-то невероятное.
уже вызвали такси, так что отправляемся домой, сытые, довольные и, конечно же, с рекомендациями. А потом началась самая трэшовая история в азиатском такси. Как только мы с родителями погрузились в тайский седан, мы услышали какое-то непонятное шкрябанье. Спрашиваем у водителя, в чем проблема? Он говорит, все нормально. Понимаем, что у него машина сильно просела, и резина начинает тереться об машину, соответственно. Он говорит, что все хорошо, водитель, все нормально, не переживайте. Начинает немножечко добавлять газу, и мы чувствуем невероятный запах сжженной резины. Он был настолько жесткий, я не знаю, как это не смутило водителя, но он сказал, не, ребят, не переживайте, абсолютно все нормально, но вы понимаете, чем это может грозить. У вас просто может лопнуть резина, это шина, и машину поведет. Это очень небезопасно. Конечно, мы попросили нас высадить и починить машину для начала, а потом уже брать ответственность за жизни пассажиров. На что он нам ответил, не, говорит, с моей машиной все хорошо, просто вес слегка тяжеловат. Ну, в общем, будьте готовы, да, к тому, что, может, для машины вы будете слегка тяжеловаты. Это, конечно, не велосипед, но, тем не менее, такая вот веселая история с нами произошла. Это мы уже в аэропорту. Кстати, как вам очередь на Wild Refund? Мы приготовили свои билетики, вот эти вот чеки, и поняли, что нет, спасибо, потому что вот эта очередь, которая аж загибается, это меня в какой-то ужас повергло, так что мы решили оставить наши таксы в Бангкоке. Двигаемся на чек-ин. Кстати, аэропорт очень даже хороший, мне нравится, все понятно, удобно. Еще случилась забавная история с родителями Артема, я вам ее чуть позже расскажу, но это трэш, наверное, с таким в моей семье столкнулись первый раз. Друзья, всем спасибо за просмотр этого влога, ставьте лайки, комментарии, пишите, что вам понравилось, ну а мы завершаем нашу поездку в Бангкок. Ура! Следующий влог будет посвящен просто невероятнейшему острову, который находится всего лишь в 30 минутах езды на катере от Бали. Поэтому увидимся с вами в следующем видео. Спасибо, что посмотрели этот влог до конца. Пока-пока.